Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Меня давно беспокоит вопрос здоровья мастера-клиента, особенно тема пыли, которая часто становится причиной аллергических реакций. Наверняка вы замечали в моих роликах, что я использую настольный пылесос, но его мощность недостаточно высокая для того, чтобы всасывать полностью всю пыль. Как правило, она разлетается повсюду вокруг, застилает весь стол, приборы и, конечно же, часть ее вдыхается. Я очень давно хотела себе вытяжку, встраиваемую в стол. И, наконец-то, она у меня появилась. Все, что осталось сделать, это, собственно говоря, встроить, и в этом мне помогут. Это вытяжка от компании Veraxa, модель M1000. Она с регулятором мощности, которую можно варьировать от низкого до высокого. Например, когда мы выполняем снятие материала, нам нужна высокая мощность. Когда делаем маникюр, можно ставить ее поменьше. Нестандартная, необычная форма. Вот так она выглядит, то есть не прямоугольная. Это очень интересный вариант, но при этом мощность ее не теряется. Здесь все очень тщательно упаковано. Вот так выглядит внутренний фильтр. Именно сюда будет попадать пыль, оставаться. Потом этот фильтр можно прочищать пылесосом, убирать ее. Она достаточно компактная и занимает немного места под столом. Почему я ее выбрала? Меня интересовала именно мощность. Мне хочется избавиться от пыли, которая разлетается абсолютно повсюду. Что касается моего стола, это самый обычный стол из IKEA за 1500 рублей, и я не знаю вообще, встроится туда вытяжка или нет. Посмотрим, как это будет происходить, быстро, нет, и просто ли это сделать. Что необходимо знать о маникюрных вытяжках Veraxa, что они изготавливаются на серийной производственной линии из прочного экологического пластика с применением немецких вентиляторов. Имеют все сертификаты соответствия, а также заводскую гарантию 24 месяца. Весь монтаж вытяжки занял около 30 минут. Сложного абсолютно ничего не было, потому что в комплекте шла инструкция. Ну что ж, приступим к первому тесту моей вытяжки. Первое, что меня удивило, что блок управления скорости, включения-выключения находится слева, под левую руку. Но с другой стороны, я поняла, когда ты держишь рукоятку аппарата, наверное, неудобно ее класть для того, чтобы включить. Поэтому сейчас я, держа в руках аппарат, включаю. А вытяжка у меня включается не сразу, это также было для меня удивительным. И включим сразу на максимальную мощность. Она постепенно начинает разгоняться. И шум, я вам скажу, такой очень большой. Я надеюсь, сейчас меня слышно. Сделаю специально поменьше скорость. Достаточно высокий шум. Не знаю, насколько будет это комфортно при работе с клиентом. Возможно, если вы любите о чем-то поболтать, то вряд ли это будет удобно. Но самое главное, что мы ждем от вытяжки, это ее всасывающая способность, чтобы пыль у нас не разлеталась, а всасывалась в него. Попробуем на практике. Включаю аппарат, начинаю снятие так же, как всегда. Включила пылесос даже не на максимальную мощность и вижу, как пыль улетает и всасывается пылесосом. Даже крупная отлетевшая отслойка. Ну, смотрю, вот на моем халате нету пылинок, все чисто. Это уже хорошо, это большой плюс. Интересно, как вытяжка себя покажет через несколько применений, насколько она хорошо будет всасывать. Пока что пыли вокруг не вижу. Сниму покрытие полностью на всей руке. Во время снятия также важно, каким образом вы держите палец клиента. Если держать палец вот так и закрывать своей ладонью поток для пыли, понятно, что пыль будет расставаться на перчатках, разлетаться вокруг. Когда мы держим палец двумя своими и даем пыли упасть в этот пылесос, тогда она не так сильно разлетается повсюду. Ну что, вытяжка меня приятно удивила, я сейчас вообще не вижу пыли вокруг, это вообще супер-пупер классно, я очень рада. Но, конечно, шум очень высокий. Признаться, я его готова терпеть, я думаю, клиенты готовы терпеть, вот лишь бы не было этой пыли. Это действительно классно, когда ее нету. Я говорю вам СО многолетнего опыта, это очень здорово. Еще один интересный момент – это воздухоотвод. Нет, через него не выходит пыль, а именно чистый воздух. Такой прохладный, комнатной температуры.
Он не доставляет какого-либо дискомфорта. Единственное, это его поток мощности. Он достаточно высокий. Сначала я сделала выход в ноги, но поняла, что сильно дует, поэтому потом поставила удлинение в виде такой пластиковой трубы просто в сторону. Не всегда первое впечатление может быть точным, поэтому более подробно своим мнением я поделюсь уже после месяца эксплуатации вытяжки. Уже после этого можно сложить объективную картину пользования данного встроенного пылесоса. Вытяжкой я пользовалась около 1,5 месяцев, поэтому сейчас могу уже полностью рассказать свои впечатления от ее использования. Хочу вам продемонстрировать, как она чистится, как легко убирать пыль из нее. У меня вот такой пылесос, он на самом деле со сменными насадками, я специально взяла тоненькую, портативный, я думаю, что таким наиболее будет удобно прочищать пылесос. Итак, здесь у нас внутри встроен фильтр, который я сейчас достаю. Вот сюда поставим и посмотрим, как же много пыли здесь скопилось, остатки ногтей. Кстати говоря, пыль не просто белая, а еще с темными такими вкраплениями. Такая пыль из-за того, что пылесос не только втягивает пыль, но и фильтрует ваш воздух в помещении. Сейчас просто беру пылесос, включаю на максимальную мощность и прохожусь по каждому желобку. Знаете, как в этих рекламах по телевизору, пару минут, пару секунд, да, вся ловкость рук и никакого мошенничества. Посмотрите, сколько пыли много насобиралось. Конечно, можно было достать фильтр, вытрусить его куда-то, но это крайне нежелательно, потому что пыль будет приподниматься и есть вероятность ее вдыхания. Вот эти фильтры считается, что стоит менять 1 раз в год. Также их можно стирать, можно замачивать в дезрастворе, но обязательно перед тем, как установить фильтр обратно, тщательно его просушите. Если фильтр останется влажным, то понятно, что он просто испортится. И все. Наша очистка закончена. Обратно вставляю фильтр и задвигаю в пылесос. Подводя итог, хочу сказать, что вытяжка нереально мощная, и я радовалась каждый раз, когда на моем столе не было пыли, потому что до этого она была всегда, постоянно и везде. Единственный минус, который хочу отметить, это ее шум. Даже был один прикольный случай, когда к нам стучался мужчина в дверь в студию и спрашивал, что у вас здесь происходит, не ремонт ли? Вот, поэтому если вы работаете в тихом месте, например, на дому, то, возможно, такой шум будет громким для вас. Ну а если шум вас не беспокоит, то пользуйтесь на полную катушку, что говорится, и пыли тогда вообще абсолютно не будет. Но, честно говоря, и на средней мощности она довольно-таки сильная, хорошо всасывает. В общем, своим приобретением я очень довольна и вам рекомендую. Но если вы хотите знать больше о маникюре, все секреты, предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов, которые доступны по всему миру по цене одного. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Ставьте пальчик вверх, если видео было полезным. Не забывайте о своем здоровье. Желаю всем успехов. Счастливо. Пока-пока. Теперь она у меня появилась, Она обладает Ой, кошмар.